феврале 1980 года завершился ввод и размещение советских войск в Афганистане. Командование группировки советских войск своей главной задачей считало охрану городов и наиболее важных объектов инфраструктуры Афганистана. Сам фактор присутствия крупной военной группировки, по мнению военных, должен был отрезвляюще подействовать на оппозиционеров и постепенно привести к прекращению вооруженной борьбы в стране. Такая позиция оказалась несостоятельной. Из-за низкой боеспособности и боеготовности вооруженных сил ДРА войска Советского Союза были вынуждены вступить в борьбу с вооруженными отрядами афганской оппозиции. Советские войска в Афганистане представляла 40-я армия, численный и боевой состав которой в разгар военной кампании превышал 102 тысячи человек. Войдя туда, мы поняли, что мы влезли в очень серьезное дело. В 1980 году в Афганистане в составе 40-й армии находились 4 дивизии, 1 воздушно-десантная и 3 мотострелковые, сводный корпус ВВС армии, 5 бригад, 1 десантно-штурмовая, 2 мотострелковые, материально-технического обеспечения, 5 отдельных полков, парашютно-десантный, мотострелковый, связи, инженерно-саперные, 13 боевых и боевого обеспечения батальонов, в том числе 2 отдельных отряда специального назначения. Группировка советских войск в Афганистане постоянно расширялась за счет специальных подразделений КГБ и МВД СССР. В 1980 году были введены спецподразделения пограничных войск КГБ, располагавшиеся вдоль советско-афганской границы на глубине до 100 километров. При участии советников из пограничных войск КГБ СССР было сформировано более 10 афганских пограничных бригад, подразделения которых разместились на основных маршрутах доставки в Афганистан оружия и боеприпасов. Практически во всех провинциях Афганистана были созданы оперативные группы представительства КГБ СССР, а при каждом отделе афганской военной контрразведки работали советники, сотрудники представительства КГБ. Советское военное присутствие в Афганистане постепенно увеличивалось. С августа 1980 года и по апрель 1984 года в Афганистане находились специальные подразделения КГБ СССР «Каскад-1», «Каскад-2», «Каскад-3», «Каскад-4» и «Омега». Первые боевые операции советских войск в Афганистане, начатые в марте-апреле 1980 года, большей частью носили характер совместных советско-афганских рейдов в районах предполагаемого нахождения противника. Постепенно для контроля над местностью были развернуты 862 заставы и 184 сторожевых поста, находившихся вокруг ключевых объектов на дорогах, у мостов и перевалов. Отдельные заставы выглядели как крепости. На них находилось до 200 человек, включая минометчиков, танкистов, артиллеристов и разведчиков. В первой половине 1980 года были разгромлены крупные вооруженные отряды в районах Фейзабада, Талукана, Баглана, Джилалабада и других городов, а также в Нуристане и Хазараджате. Поражение вооруженных сил оппозиции от прямых военных столкновений привели ее к тактике партизанской войны. Бойцы отрядов оппозиции в дневное время под видом местных жителей рассеивались по деревням, укрываясь в домах, прятались в землянках и пещерах. Действуя небольшими подвижными группами, хорошо зная местность, быстро передвигаясь по горам, обладая высокой выносливостью и организованностью, вооруженные отряды противников власти устраивали засады и налеты на подразделения советских и правительственных войск. Советские войска, в свою очередь, не имея опыта такого рода боевых действий,
плохо понимая культурную специфику афганского общества, оказались не готовы к антипартизанской войне. Попытки вести операции рейдами вдоль дорог и по долинам, где могла развернуться боевая техника, оказались малоэффективными. К тому же непривычный климат, суровая местность и болезни быстро изматывали людей. В 1981-1982 годах советские войска перешли в основном к рейдовым маневренным операциям в составе отдельных усиленных батальонов с широким применением охватов, обходов, выброской вертолетных десантно-штурмовых групп. Но и рейдовые операции не давали необходимого результата, так как мобильные вооруженные группы противника, прекрасно знавшие местность и умело использовавшие ее рельеф, как правило, находили пути и возможности увести основные силы от преследования и разгрома. В 1982 году части и подразделения 40-й армии провели 187 боевых операций. Советские войска при поддержке афганских сил безопасности разгромили крупные отряды вооруженной оппозиции в провинциях Кабул, Парван, Каписа, Кандагар и других, что привело к некоторой стабилизации военно-политической обстановки в Афганистане. На поражение в боевых действиях вооруженная афганская оппозиция ответила плотным минированием дорог. Иностранные мины поступали из Соединенных Штатов Америки, из Италии, Англии, Франции. Особое внимание оппозиция стала уделять проведению диверсий на трубопроводе Термез-Кабул, по которому обеспечивалась поставка горючего из Советского Союза. Наиболее сложным было положение в восточных провинциях Пактия, Пактика и Нангархар. Афганское правительство оказалось неспособным взять под полный контроль освобожденные от оппозиции территории из-за отсутствия поддержки населения. Указание Москвы окончательно разгромить контрреволюцию к 7 ноября 1981 года выполнить не удалось. В некоторых регионах Афганистана боевые операции проводились по несколько раз, однако вскоре после их завершения вооруженные отряды противников власти без труда возвращали себе утраченные позиции. Характерным примером может служить долина Паншер, где за 9 лет было проведено 12 разных по масштабу боевых операций. Однако правительственная власть в этом районе так и не была установлена. Сам район Паншер являлся одним из основных опорных пунктов вооруженной оппозиции в Афганистане, куда из Пакистана и КНР систематически поступало подкрепление в живой силе, оружие, боеприпасы и снаряжение. Освобождение Паншера имело важное политическое значение, так как известный полевой командир Ахмад Шах Масуд, руководивший действиями вооруженных отрядов Исламского общества Афганистана в долине, объявил, что в Паншер никогда не придет власть НДПА. В Паншерской операции в мае 1982 года было задействовано 36 советских мотострелковых и десантных батальонов общей численностью 12 тысяч человек, более 320 танков, БТР и БМП, 155 орудий и минометов. Им противостояло около 2500 оппозиционеров. Операция прошла успешно. Были взяты многочисленные трофеи. Однако основным силам вооруженных отрядов во главе с Ахмад Шахом Масудом удалось покинуть долину. К середине лета 1982 года Ахмад Шах Масуд восстановил свои силы и вытеснил представителей государственной власти из долины Паншер. Войсковые операции в долине Паншер сочетались с переговорами, которые вели сотрудники ГРУ Генштаба ВС СССР с Ахмад Шахом Масудом, пытаясь склонить его к прекращению вооруженной борьбы против афганского правительства. В 1982 году, во время очередного перемирия, заключенного для переговоров,
представители Ахмад-Шаха тайно устраивали встречи с афганскими военнослужащими, склоняя их к переходу на свою сторону, заявляли, что мусульмане – один народ и не следует враждовать между собой. Воевать необходимо только с русскими, которым нет места в Афганистане. Следующая крупная операция в долине Паншер была проведена весной 1984 года. Численность советских войск составляла более 7400 человек, афганской армии – около 2600 военнослужащих. В 3 крупных административных центрах Панджера – Анава, Руха и Базарак – были образованы и начали функционировать органы государственной власти. Для местного населения организовали доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов. В долину были командированы учителя, врачи и пропагандистские группы с кинооператорами, журналистами, фотокорреспондентами. По результатам боевой операции в долине Паншер в Москву сообщалось, что разгромлена большая группировка вооруженной оппозиции, убито около 3000 мятежников, восстановлена народная власть. Однако, как говорил Бисмарк, нигде так много не врут, как после охоты и на войне. Информация была далека от действительности. Еще до ее начала Ахмад-Шах ушел сам и заранее вывел большую часть своей группировки из долины Паншер в прилегающие горные массивы, в расчете впоследствии снова туда вернуться. Ушла за своим лидером и основная часть местного населения. Оставшиеся жители долины начали активно создавать очаги сопротивления властям. Именно в результате их действий, через некоторое время после завершения операции, вооруженные отряды оппозиции вновь заняли долину Паншер. Примерно такими же результаты были и во время боевой операции советских войск в Паншере в 1985 году. Интенсивность боевых действий советских войск в Афганистане постоянно возрастала, достигнув своего пика в 1984-1985 годах. География боестолкновений охватила всю территорию страны. Боевые потери советских войск в Афганистане в 1980-1985 годах были самыми тяжелыми и составили 8520 человек. В том числе погибли 3 советских генерала. 1984 год стал наиболее трагическим по числу погибших, унеся жизни 2343 солдат и офицеров. Основные потери несли военнослужащие 40-й армии. Среди погибших были и советские военные советники, сотрудники представительства КГБ СССР в Афганистане, военнослужащие пограничных подразделений, сотрудники МВД СССР. Тысячи советских военнослужащих показали в Афганистане образцы мужества и отваги. О воинской доблести и подвигах советских воинов обществу очень мало известно, так как советская пресса недостаточно освещала эту тему, а после окончания войны в Афганистане ее постарались быстро забыть. За мужество и отвагу, проявленные в ходе афганской войны, 86 советских военнослужащих за подвиги были удостоены звания Герой Советского Союза. 109 военнослужащих награждены орденом Ленина, 1972 человека – орденом Красного Знамени. Всего орденами и медалями СССР было отмечено 200 тысяч советских военнослужащих. Советские войска решали 2 основные задачи. Первая – разгромить крупные вооруженные отряды афганской оппозиции в базовых районах. Вторая – оказать содействие правительству Афганистана в расширении и укреплении органов государственной власти на местах. Если первую боевую задачу советские и афганские войска, как правило, выполняли, нанося при этом противнику большие потери, то вторую решить было сложнее.
В результате складывался порочный круг, порождавший новые волны гражданского и военного противостояния и взаимной ненависти. Вооруженные отряды оппозиции, уклоняясь от затяжных боев, мелкими группами уходили из-под удара и передислоцировались в другие районы. В ходе проведения операций в занятых войсками областях и районах создавались органы государственной власти, которые из-за своей малочисленности не смогли стать реальной властью. Представители новой власти не пользовались авторитетом, зачастую не хотели и не умели работать с местным населением. Завершив военную операцию, советские и афганские войска возвращались к местам своей постоянной дислокации или переходили в другие районы боевых действий. На их место возвращались вооруженные отряды оппозиции, которые первым делом уничтожали местные органы власти и восстанавливали свои базы. Круг замыкался. Политическая эффективность военных действий стала стремиться к нулю. Военную операцию следовало начинать сначала. Поэтому не всегда удавалось нам наладить добрые отношения с руководством страны, да и с руководителями племен и общин, потому что не все были благонастроены на ввод нашей армии. Я не зря сказал, когда мы входили, нас встречали цветами. А вот когда выходили, по нам стреляли. Одновременно с этим, в силу успешной антисоветской и происламской пропаганды, увеличивалось количество сторонников оппозиции, пополнявшей ряды сопротивления. Восток есть Восток, верить каждому слову на Востоке невозможно. И я вспоминаю слова министра обороны Абдул-Кадыра, который однажды в откровенной беседе мне сказал: «Виктор Федорович, вы нам не очень-то и верьте. Мы думаем одно, говорим второе, а делаем третье». Едва ли не единственным позитивным последствием советского присутствия стало то, что постепенно повышалась боеспособность афганских вооруженных сил, и к середине 1985 года афганская армия стала самостоятельно вести боевые действия против вооруженных отрядов оппозиции. Главными причинами военно-политических неудач, сохранения и расширения масштабов сопротивления вооруженных отрядов афганской оппозиции стало отсутствие общественной поддержки деятельности НДПА и существовавших органов государственной власти, обусловленное спецификой и низким уровнем социально-экономического развития общества. Высокая приверженность религиозным взглядам населения, антиправительственная позиция духовенства, фракционная борьба в правящей партии, неэффективность деятельности низового партийного и государственного аппарата. Значительную роль в срывах планов правительства играли природные особенности страны. Горы высотой 4-5 тысяч метров, пустыни не позволяли эффективно контролировать границу. Через афгано-пакистанскую и афгано-иранскую границу протяженностью около 3000 километров с территории Пакистана и Ирана в Афганистан постоянно перебрасывалось вооружение, материальные средства и хорошо подготовленные бойцы. Задача по перекрытию притока вооруженных отрядов оппозиции через государственную границу была исключительно важной. В середине 1980-х годов на ее решение выделялось до 50% боевого состава советских войск и 40% сил и средств афганской армии. Кочевой образ жизни большинства приграничных племен, ежегодно в Пакистан и Афганистан мигрировало около 3 миллионов человек, а также традиционное непризнание ими самого факта существования границы не позволяли установить вдоль нее строгий пограничный режим. Местное население относилось к советским войскам как к захватчикам-интервентам. При этом оно полностью поддерживало полевых командиров. В свою очередь, советский контингент в Афганистане испытывал трудности военно-организационного и идеологического характера. Советские вооруженные силы не были подготовлены к ведению партизанской войны в сложных климатических условиях.
Военнослужащие не понимали специфики религиозно-культурного развития афганского общества. Едва привыкнув к службе в Афганистане, получив опыт в боестолкновениях, советские военнослужащие срочной службы, отслужив 1,5 года, уезжали домой. На смену им приходило молодое пополнение, вынужденное набираться собственного опыта, учась на своих ошибках и потерях. Мы не умели воевать, но мы научились воевать в Афганистане. В то же время бойцам вооруженных отрядов оппозиции уходить было некуда. Они защищали свои дома и свою землю. Они верили в правоту джихада и были привычны к военному ремеслу. Вырастало поколение афганцев, которое не умело ничего делать, кроме как держать в руках оружие и воевать. Исключительно важное значение в Афганистане играл геополитический фактор. Исламскую оппозицию поддерживали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, ФРГ, Саудовская Аравия, Пакистан и Иран. К середине 1980-х годов Народная демократическая партия Афганистана насчитывала 120 тысяч членов. Был создан партийный и государственный аппарат в центре и на местах. Численность афганской армии составляла 140 тысяч человек, войск МВД – 80 тысяч, службы разведки и контрразведки – около 20 тысяч. В 1980-1985 годах в Афганистане при содействии советских советников были созданы государственные и общественные организации, однако они не пользовались авторитетом у населения. Руководством НДПА практически не велась работа по привлечению населения на борьбу с оппозицией, созданию и укреплению органов власти, обеспечению защиты населения в уездах собственными силами самообороны. Отсутствие единства в НДПА, продолжавшаяся фракционная борьба между группировками «Хальк» и «Парчам» способствовали установлению атмосферы недоверия, наушничества, подсиживания, нелогичных кадровых перестановок. Весной 1984 года эксперты МИД, Минобороны, КГБ СССР и Международного отдела ЦК КПСС пришли к выводу о том, что ЦК НДПА, его политбюро и лично Бабрак Кармаль плохо занимаются организацией борьбы против вооруженных отрядов оппозиции, проведением в стране социально-политических преобразований, работой с населением. Афганское руководство ограничивалось только определением политической линии и лозунгов, за которыми чаще всего не следовали практические дела. Кармаль старался снять с себя политическую ответственность за происходящее в стране, обозначая в качестве причин слабости своего режима то, что неграмотное культурно и политически местное население не способно понять суть происходящих событий и поддержать новую власть. А афганская интеллигенция, на которую можно было опереться в новом государственном строительстве, по мнению Кармаля, в значительной мере была поражена западной идеологией и тянулась к Западу. Бабрак Кармаль был достаточно опытным политиком. Он сообщал в Москву ту информацию, которая была чувствительна для советской внешней политики. Он утверждал, что американские спецслужбы всеми силами стремятся подорвать народный режим в Афганистане. Американцы работают со всеми слоями населения, с духовенством, с офицерами, с интеллигенцией, с национальными меньшинствами. По мнению Кармаля, если советские войска покинут страну, этим немедленно воспользуется западная агентура, внутренняя контрреволюция и всевозможные оппозиционеры. Афганский руководитель был убежден в том, что укрепить власть в Афганистане можно лишь при условии полной ориентации на Советский Союз, а основную тяжесть вооруженной борьбы с оппозицией должны нести советские войска. Кармаль был прав. Без участия СССР в вооруженной борьбе НДПА и афганское правительство не могли удерживать власть. Советские эксперты в середине 1980-х годов обратили внимание на то,
что между Бабраком Кармалем и высшим офицерским составом афганской армии существует взаимное недоверие. Ряд генералов и офицеров, принадлежавших ранее к крылу Хальк, были освобождены от занимаемых должностей вопреки рекомендациям советских советников. Поскольку замена командного состава происходила при наличии в армии советских военных советников, афганский офицерский состав считал, что снятие представителей военной элиты с должностей осуществляется с согласия советских представителей. Такие действия Кармаля порождали недоверие афганцев к Советскому Союзу, ослабляли позиции и влияние СССР как в афганской армии, так и в стране в целом. Еще одной причиной слабости афганского правительства было отношение к нему мусульманского духовенства. Из 300 тысяч служителей культа, которые до апрельской революции 1978 года вели активную проповедническую деятельность в 45 тысячах соборных мечетей, только около 10% были настроены лояльно и призывали верующих к поддержке афганского правительства. Выжидательную позицию заняли те муллы, которые опасались расправы со стороны вооруженных отрядов оппозиции. Эта категория религиозных лидеров прекратила проповедническую деятельность, занявшись светской работой. Процесс привлечения мулл на сторону афганского правительства осложнялся террором, развязанным вооруженными отрядами оппозиции против тех, кто выражал симпатии новому режиму, и отсутствием преданных и хорошо подготовленных партийных кадров, способных гибко и последовательно проводить политику НДПА в области ислама. В 1979 году глава Национального фронта спасения Афганистана Сигбутулла Маджаддеди объявил фетву о джихаде против Демократической Республики. Муфтий Саудовской Аравии одобрил фетву Маджаддеди, провозглашавшую джихад против атеистических советов в Афганистане, как обязательство для всех мусульман во всем мире. Часть оппозиционно настроенного мусульманского духовенства эмигрировала в Пакистан и Иран. Другая часть, оставаясь в Афганистане и пользуясь авторитетом среди верующих масс в провинциях, благословляла членов вооруженных отрядов оппозиции на борьбу против НДПА и безбожного Советского Союза. На территориях, контролируемых вооруженными отрядами оппозиции, полевые командиры и религиозные авторитеты начали организовывать так называемые «исламские комитеты», которые выполняли некоторые функции органов власти и стали альтернативой государственным институтам на местах. Их руководители издавали директивные указания для старейшин кишлаков о направлении жителей в вооруженные отряды, о выплате налогов и штрафов, о правилах торговли, разбирали на основе шариата гражданские и уголовные дела. Исламские комитеты в некоторых случаях пытались уладить противоречия между местными жителями и боевиками, обучали детей, восстанавливали больницы и мечети, контролировали соблюдение религиозных обрядов. Главным руководителем любого племени был, как всегда, мулла. Мулла был царь, воинский начальник. Он что сказал, то должны его прихожане или послушники делать. Важной функцией исламских комитетов было предотвращение перехода вооруженных отрядов на сторону государства и боевых столкновений между вооруженными отрядами оппозиции различной партийной принадлежности. Исламские комитеты вели политическую работу среди населения, назначали в сельские мечети мулл, которые совместно с пропагандистами стремились привлечь местных жителей на сторону той или иной исламской партии, а также разжечь неприязнь к афганскому правительству и советским воинским подразделениям. В некоторых комитетах были образованы группы для сбора доказательств преступлений советских военнослужащих, фотографирование разрушенных в ходе боевых действий жилищ, захваченной военной техники и оружия для последующего использования этих материалов в пропагандистских акциях. Исламский фактор становится одним из ключевых
в антисоветской пропаганде и в борьбе против советских вооруженных подразделений. Для американского истеблишмента советская интервенция в Афганистане стала дополнительным ударом. Вторжение произошло менее чем через год после Исламской революции в Иране, когда США потеряли одного из ключевых союзников на Среднем Востоке. В Белом доме появились страхи относительно возможного сокращения поставок нефти из региона. Еще год назад президент Картер назвал Иран островком стабильности. Как ни парадоксально, на помощь американским экспертам пришли исламская революция и идейное оживление исламского мира. Антисоветский джихад будет взят на вооружение не только афганскими оппозиционерами, но и американской стороной и ее надежными союзниками в лице Великобритании, Саудовской Аравии и Пакистана. Операция «Циклон» вошла в историю как одна из самых затяжных и дорогих операций ЦРУ, целью которой было взращивание и разноплановая поддержка радикально настроенных религиозных групп афганских оппозиционеров и их сторонников из других мусульманских стран. Если в первые годы финансирование операции составляло от 20 до 30 миллионов долларов в год, то к 1987 году расходы на нее увеличились до 630 миллионов долларов ежегодно. Поддержка включала поставки оружия, тактическую подготовку, материально-техническую поддержку и другие программы, которые способствовали созданию лагерей повстанцев на территории Пакистана. США также поставляли оппозиционерам зенитные ракеты «Стингер», которые фактически нейтрализовали советские вертолеты. У Великобритании, Саудовской Аравии и Китая также были аналогичные программы. В одном из интервью в 1998 году Бзежинский говорил, что он и президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер сознательно увеличили возможность вторжения Советов в Афганистан. Бзежинский писал: «В тот день, когда Советы официально пересекли границу, я написал президенту Картеру: теперь у нас есть возможность создать для СССР свою войну во Вьетнаме». Соединенные Штаты Америки публично восхваляли джихадистов. В 1983 году президент США Рональд Рейган, продолжавший афганскую политику Картера, встретился с лидерами маджахедов в овальном кабинете в присутствии СМИ. По результатам встречи он опубликовал заявление, в котором говорилось: «Наблюдать, как мужественные афганские борцы за свободу сражаются с современными арсеналами с простым ручным оружием, это вдохновение для тех, кто любит свободу». По замыслу американских лидеров, разжигание конфликта в Афганистане помогало падению коммунизма в СССР. Поэтому на радикальную, рьяную религиозность лидеров сопротивления ЦРУ просто закрывала глаза до того момента, пока советские войска не покинули афганскую землю. Последствия этих действий мировое сообщество ощущает на себе до сих пор. Параллельно с этим ЦРУ инициировала антисоветскую и происламскую пропаганду внутри мусульманских южных республик СССР через распространение радикальной исламской литературы, обличающей советский режим. Так, в 1982-1983 годах особый отдел КГБ 40-й армии выявил 29 фактов распространения в советских войсках листовок афганской оппозиции и антисоветских центров, в том числе организации русских эмигрантов «Народно-трудовой союз» НТС, организации украинских националистов АУН, а также распространение книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Наиболее активными спонсорами афганской оппозиции были США, Великобритания, Франция, ФРГ, Пакистан, Иран, КНР, Египет, Саудовская Аравия. Спецслужбы иностранных государств направляли вооруженные отряды оппозиции, действовавшие на территории Афганистана, инструкторов и специалистов по ведению партизанской войны.
По данным афганской контрразведки, в 1981 году в вооруженных формированиях оппозиции находилось около 50 иностранных советников. В 1983-1984 годах их число увеличилось до 450. Иностранные советники и инструкторы направлялись в основном в отряды таких крупных организаций, как Исламская партия Афганистана, Исламское общество Афганистана и Движение Исламской революции Афганистана. Наряду с обучением членов вооруженных отрядов современным приемам ведения общевойсковых и партизанских наступательных операций, иностранные советники обращали внимание на проведение специальных диверсионных и террористических акций, организацию долговременной обороны. Под их руководством велось строительство фортификационных сооружений, а также укрепленных районов в провинциях Кандагар, Парван, Баглан, Нимроз. Советники принимали участие в планировании деятельности вооруженных отрядов, нередко брали на себя организацию управления боевыми действиями. Так, с помощью представителей США и Англии разрабатывался план захвата города Хост для последующего обращения к Западу с просьбой о признании освобожденного района в качестве ядра Афганской Исламской Республики. Иностранцы координировали действия вооруженных отрядов различной политической ориентации. В 1983-1984 годах чаще стали проводиться совместные совещания полевых командиров и иностранцев, в ходе которых принимались решения об одновременных выступлениях нескольких отрядов, избиралось единое руководство ими, разрешались конфликтные ситуации, распределялись зоны влияния. Советники активно собирали разведывательную информацию о военно-политическом и экономическом положении Афганистана, дислокации и деятельности советских и афганских воинских подразделений, вели войсковую разведку. Так, под руководством французских и американских инструкторов проводилась разведка перед обстрелами аэродромов в Кандагаре и Шинданде. Постоянно производились осмотры подбитой техники, мест бомбометаний, делались анализы проб грунта в районах боевых действий с целью выявления возможных случаев применения отравляющих веществ. Французские советники лично проводили разведывательные опросы советских военнослужащих, оказавшихся в плену у вооруженных отрядов оппозиции. В Афганистане нелегально находились иностранные корреспонденты, которые собирали разностороннюю информацию о советских войсках, снимали кинофильмы, освещающие акции вооруженных отрядов, вели широкую пропагандистскую работу среди афганской оппозиции и населения. Особое внимание уделялось подготовке репортажей, дискредитирующих подразделения советских войск. В стране находились также врачи и медсестры, оказывавшие медицинскую помощь вооруженным отрядам оппозиции. Западные государства всячески отрицали присутствие в Афганистане иностранных инструкторов и специалистов. Однако данные советской и афганской разведки, а также факты задержания и гибели на территории Афганистана иностранных граждан говорили об обратном. Так, в июне 1982 года в ходе боевой операции частей 5-й МСД в провинции Фарах был убит гражданин Норвегии Ганхас Стелл, который по поручению пресс-агентств скандинавских стран в период с апреля по июнь 1982 года в целях изучения контингента советских войск производил фотосъемку действий отдельных подразделений, их мест дислокации, а также опрос местных жителей и боевиков. 1 июля 1983 года в провинции Парван разведывательные подразделения 40-й армии организовали и провели засаду на маршруте перемещения вооруженных отрядов оппозиции. В результате засады был разгромлен караван, следовавший в Пакистан для закупки оружия, около 100 боевиков и 50 вьючных животных.
В бою были уничтожены 44 боевика, 16 человек взяты в плен. Периодически в центральных газетах публиковались и транслировались в СМИ Афганистана интервью задержанных афганской контрразведкой агентов ЦРУ, афганских и пакистанских граждан, завербованных в качестве агентов ЦРУ американскими дипломатами. Сообщалось о том, что под руководством кадровых сотрудников ЦРУ, работавших под дипломатическим прикрытием, агенты собирали разного рода информацию, усиливали связь с афганской оппозицией, передавали ей оружие и пропагандистские издания. В октябре 1984 года газета Christian Science Monitor поместила статью Эдварда Жерарде под заголовком «Афганские партизаны не сгибаются перед советским наступлением», в которой сообщалось о результатах операции советских войск в долине Панджшер. Автор статьи основывался на данных, полученных от Ахмад-Шаха Масуда, который отметил, что воевать стало очень трудно, гораздо труднее, чем раньше. Масуд подчеркивал, в военном отношении советские войска не достигли своих целей. Каждый раз, приходя в долину, они пытались уничтожить вооруженные отряды оппозиции, но Ахмад-Шаху всегда удавалось уходить от них и наносить удары с флангов. Масуд также отметил, советские десантные части многое узнали о партизанской войне в горах и стали воевать лучше, чем раньше. В публикации сообщалось и о том, что в отличие от многочисленных вооруженных группировок, базировавшихся в других местах, группы, обосновавшиеся в долине Панджшер, создали свое собственное полуавтономное исламское государство с весьма четкой социальной и политической структурой. Местные органы управления, судебная система, финансовое ведомство для сбора налогов и помощи семьям погибших, школы, мечети, больница и, что особенно важно, центр подготовки бойцов вооруженных отрядов. По словам Ахмад-Шаха, жители Панджшерской долины были полностью проинформированы членами афганского правительства о советских планах по крайней мере за месяц до проведения войсковой операции в апреле 1984 года. За несколько дней до наступления Масуд приказал начать эвакуацию из долины. Большинство ее жителей укрылись в соседних районах. В то же время вооруженные группы укрылись в боковых долинах и совершали диверсионные акции, устанавливали мины на дорогах. Другие отряды отошли из Панджшера и получили приказ проводить скоординированные атаки с целью отвлечь противника. Ни афганская контрразведка, ни советские советники из КГБ СССР не знали о тактическом отступлении отрядов Ахмад-Шах Масуда из ущелья Панджшер. В результате боевые действия советских войск и их афганских товарищей оказались малоэффективными. Ввод советских войск в Афганистан существенно ослабил геополитические позиции СССР на мировой арене. Оказавшись в международной изоляции, Советский Союз был вынужден, с одной стороны, начать пропагандистскую кампанию по разъяснению своей позиции в афганском вопросе, а с другой, пытаясь разрешить афганский кризис, приступить к поиску возможности вывода своих войск на приемлемой основе. Ситуация осложнялась тем, что не все участники мирового коммунистического движения поддержали акцию СССР по вводу войск в Афганистан. Коммунистические партии Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Румынии, Швеции, Югославии, Японии выступали против всякого вмешательства в дела других государств и за немедленный вывод советских войск из Афганистана. С начала 1980 года Советский Союз, США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, Пакистан, Иран, Китай, Индия и другие государства и международные организации ООН, Организация «Исламская конференция», ЕС, Движение неприсоединения выдвигали различные проекты по нормализации обстановки в Афганистане, пытались найти пути политического урегулирования ситуации вокруг него.
Советский Союз считал главным условием политического урегулирования прекращение вооруженного и любого иного вмешательства извне во внутренние дела Афганистана. При этом должны были быть выработаны надежные гарантии того, что вмешательство в дела Афганистана не возобновится вновь. В контексте такого политического урегулирования мог бы быть решен вопрос о выводе из Афганистана советских войск. Но Вашингтон взял курс на дальнейшее втягивание Советского Союза в афганскую войну с целью нанести ему как можно больший экономический, военный и политический ущерб, чтобы заставить заплатить высокую цену. Поэтому, поддерживая на словах процесс политического урегулирования в Афганистане, США на деле тормозили его. Стратегический партнер США Великобритания продвигала идею нейтрализации Афганистана, которая в практическом плане сводилась к скорейшему выводу оттуда советских войск. США, Великобритания и Канада оказывали сильное влияние на Индию, которая в 1983-1986 годах была страной-координатором движения неприсоединения. Внушали индийскому руководству мысль, будто обстановка в Афганистане создала долгосрочную угрозу для Пакистана и Индии. Москва, в свою очередь, убеждала Дели, что ввод советских войск в Афганистан не представляет угрозы ни для Пакистана, ни для Индии. Европейское экономическое сообщество также предлагало свой план урегулирования ситуации в Афганистане, предусматривающий нейтрализацию Афганистана, вывод советских войск, прекращение военных операций и установление государственной власти, отражающей социальную реальность. В 1982 году посреднические усилия ООН в поиске путей урегулирования афганской проблемы увенчались кратковременным успехом. В Женеве в июне того года прошел первый раунд афгано-пакистанских переговоров с участием личного представителя генерального секретаря ООН Диего Кордовиса. Для СССР афганская проблема имела еще одно важное значение. Появление на южных границах СССР групп радикально настроенных исламских движений и организаций, выступавших с идеей антисоветского джихада, стало весьма тревожным симптомом, грозившим резко осложнить ситуацию в мусульманских республиках страны, особенно в Средней Азии. Напряжение советского руководства усиливала информация о наличии в СССР сети нелегальных мусульманских религиозных школ. В 1985 году их насчитывалось порядка 170. КГБ СССР фиксировались факты, связанные с террористической угрозой на территории страны. 6 афганцев были схвачены при подготовке терактов в ходе 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве с 27 июля по 3 августа 1985 года. В своих попытках блокировать распространение и укрепление радикальных религиозных идей советское руководство и спецслужбы были вынуждены обратиться к исламской теме. Афганские органы безопасности совместно с советскими коллегами стремились идеологически подорвать авторитет вооруженных формирований в стране, склонить их к прекращению борьбы и переходу на сторону народной власти. Для этого среди мирного населения и оппозиционеров распространялась издаваемая в СССР мусульманская литература, на публикацию которой в атеистическом государстве фактически был наложен негласный запрет. В начале 1980-х годов на всем пространстве Союза Духовным управлением мусульман Средней Азии и Казахстана издавался лишь один исламский журнал «Мусульмане Советского Востока», чье содержание полностью контролировалось государством и было рассчитано на зарубежную публику. Не случайно, начиная с 1980 года, этот журнал, кроме прочего, стал выходить на фарси, а в период с 1984 по 1988 годы на языке дари. Вручение официальным должностным лицам Корана при организации переговоров с командирами вооруженных групп
во время проведения пропагандистских митингов представителей общественности с привлечением раскаявшихся участников вооруженных отрядов и групп нередко давала положительный эффект и расценивалась по канонам ислама как проявление искренности и миролюбия. Пропагандистский эффект планировалось усилить путем распространения в Афганистане Корана, отпечатанного в Казани на арабском языке в количестве 20 тысяч экземпляров. Однако эти усилия не были способны изменить ситуацию и блокировать распространение радикальных исламских идей в стране. До 1991 года эти идеологические ручейки были достаточно слабыми. Но при условии, если они сливались в единую бурную исламскую реку, эта река была способна разрушить любое государство. Итогами второго этапа афганской кампании стали негативные последствия во всех областях государственной деятельности. Афганское общество и государство не получили долгожданного успокоения. Начиная с этих пор и до сегодняшнего дня в стране торжествует атмосфера ненависти, гражданского противостояния, усиливающейся внешней интервенцией и радикализацией общественных настроений. Как пророчил Бжезинский, Советский Союз получил свой Вьетнам, в котором увяз на десятилетия. СССР не смог выиграть эту войну и на дипломатических площадках. Доказательство тому и отсутствие поддержки со стороны стран соцлагеря, и бойкот Олимпийских игр 1980 года, и усиливающаяся изоляция страны. Даже ближайшие союзники советского государства были разочарованы, так как увидели демонстрацию военной и геополитической слабости советского колосса. Дискредитация военной мощи СССР, очевидная для зарубежных партнеров, и активизация антисоветской радикальной исламской повестки приводили к различным, но весьма важным для всего мира последствиям. Внутри СССР вызревало глухое недовольство в мусульманских республиках. Матери получали цинковые гробы. В скрытой от посторонних глаз кухонной жизни советского общества все чаще обсуждался вопрос о смысле афганской кампании, о том, что руководство страны не говорит правду. Снаружи разгорался пожар исламского радикализма, который опрометчиво поддерживался США и их союзниками.